Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И сегодня будет видео для тех, кто любит искусство. Уже у нас было одно похожее видео. Было видео, где мы обсуждали 4 картины, 4 портрета. И многие из вас сказали, что вам очень понравилась такая практика. И вуаля, видео номер 2. Сегодня мы будем обсуждать 4 картины, еще 4 картины. Вот они здесь. Но перед тем, как мы начнем, пожалуйста, поставьте этому видео лайк. Мне будет очень приятно. Если вы еще не подписаны на этот канал, можете подписаться. Мне тоже будет очень приятно. И напишите комментарий, какая картина вам понравилась больше всего. Итак, правила будут те же самые. У нас есть 4 картины. Это 4 пейзажа. Я выберу одну картину и буду ее описывать. А вам нужно будет отгадать, какую картину я выбрала. Но сначала я расскажу о каждой картине немного больше, чтобы у вас был контекст. Ну, во-первых, все эти 4 картины похожи друг на друга. Я думаю, вы уже видели. Все эти 4 картины — это пейзажи. И все эти 4 картины вы можете увидеть своими глазами в музеях в России. Или в Русском музее в Санкт-Петербурге, или в Третьяковской галерее в Москве. Я сама видела все эти 4 картины, и скажу сразу, это, конечно, незабываемое удовольствие, и все они выглядят просто фантастически, когда вы на них смотрите прямо вот прямо здесь, когда они прямо у вас перед глазами. Итак, первая картина. Иван Айвазовский «Девятый вал». Я тоже смотрю сейчас на эту картину, и, конечно, у меня даже нет слов, чтобы ее описать во всех деталях. Ну ладно. Первый вопрос. Что такое вал? Вал — это другое название волны. Сейчас, конечно, так не говорят, но я думаю, что это слово «вал» используют моряки. Девятый вал. И здесь, на картине, вы видите маленькую лодку. На этой лодке 6 человек. Да, должно быть 6 человек. И вы видите, что был шторм, и эти моряки спаслись. То есть был очень сильный шторм, и мы видим еще очень сильные волны. Конечно, вживую, на настоящем море волны могут быть еще больше, но это уже после шторма, после шторма. И восходит солнце, и лучи солнца отражаются на воде, в небе, в облаках. И мы видим, мы понимаем, что шторм закончился, что сейчас все будет лучше. Шторм прошел мимо, все, шторм закончился. Следующая картина называется «Утро в сосновом лесу». Художник Иван Шишкин. Иван Шишкин написал эту картину в соавторстве с Константином Савицким. Изначально на этой картине не должно было быть этих медвежат. Здесь 4 медвежонка. Иван Шишкин изобразил лес. У него была идея добавить медвежат, но этих медвежат написал Константин Савицкий. Поэтому эта картина в соавторстве, потому что у нее 2 автора, да. Итак, давайте посмотрим. Здесь 4 медвежонка, и все они делают свои медвежачьи дела. Все занимаются своими медвежачьими делами. Это утро в сосновом лесу. Да, сосны — это такие деревья. И эта картина есть в Третьяковской галерее. И я думаю, что эта картина одна из самых
известных, наверное, в России, потому что, потому что были конфеты, шоколадные конфеты, и на обертке была картинка вот этих мишек. Эти мишки в сосновом лесу и конфеты назывались «Мишка косолапый». Картина номер 3. Архип Куинджи. «Лунная ночь на Днепре». Скажу сразу, что Архип Куинджи — это один из моих самых-самых любимых художников. И что мне очень нравится в его картинах, то, как он работает со светом. Мы уже видели в картине «Девятый вал», как солнце изображено очень-очень натурально. Такое ощущение, что это не просто нарисованное солнце, а такое ощущение, что сзади есть лампочка, и что просто лампочка светит сквозь картину. И у Архипа Куинджи такой же талант. Он рисует свет, тени, оттенки, вот эта игра света очень натуралистична, очень реалистична. И на этой картине «Лунная ночь на Днепре» мы видим, как эта луна освещает вокруг своим светом, и все становится таким таинственным, мистическим немного и вот блестящим. У меня нет другого слова. Это очень небольшая картина, и когда я видела ее своими глазами, то ты смотришь, и как будто бы маленький огонек. Вот знаете, как светлячок. Примерно такое же ощущение. И четвертая, последняя картина — это Исаак Левитан «Вечерний звон». Тоже в Третьяковской галерее в Москве. И здесь у нас тоже река, и мы видим, что это точно не утро, это не день, потому что тогда было бы больше золотистого цвета, таких золотых оттенков, золотистых оттенков. Здесь этого нет. И видно, что солнце уже уходит за горизонт, становится немного темнее. Еще сверху небо еще светлое, но внизу на земле, где лодки, уже становится темно, потому что солнце уже ниже и ниже. Ну что, я выбрала одну картину, и сейчас я предлагаю вам отгадать, какую картину я буду описывать. Итак, я записала. Я записала, что я буду говорить, чтобы не забыть. Так, ну, во-первых, на этой картине есть живые существа. Это могут быть люди, это могут быть животные. Да, на этой картине точно есть не только природа в таком природном смысле, есть еще какие-то живые существа. Следующая подсказка. Следующая подсказка. На картине есть синий цвет или оттенки синего цвета, оттенки голубого цвета. Да, на этой картине есть синий цвет. Кстати, вы знаете, почему в русском языке 2 слова? Вот есть синий, а есть голубой. Я, наверное, уже рассказывала. Ладно, не буду останавливаться. Если интересно, спросите, и я сделаю видео об этимологии вообще, вообще об этимологии цветов, потому что там много чего интересного. Следующий пункт, следующая подсказка. Это картина динамичная. То есть, если вы, точнее, если вы представите, если я представляю, что это не просто картина, а кадр, знаете, как кадр фильма, я могу представить, что здесь есть движение, что это не просто статичная картина, но в ней есть динамика. Я легко могу представить, как развивается сюжет. Я могу представить очень легко, что на этой картине что-то происходит. Следующее. На этой картине очень много места, очень много простора, очень много свободного пространства, да. И если мы добавим на эту картину человека, то человек будет очень-очень маленьким.
И, конечно, я думаю, вы уже догадались, что на этой картине есть вода. Я хотела добавить, что, может быть, что на этой картине есть отражение. Отражение — это что мы видим в зеркале, но на всех картинах, где есть вода, мы видим отражение. Эта картина скорее спокойная, скорее оптимистичная, точно не драматическая, ну, для меня, например, по моему мнению. И эта картина не таинственная, да. Конечно, в ней есть вопросы для меня, но она скорее оптимистичная, да, спокойная. Краски неприглушенные, то есть приглушенные цвета, есть яркие цвета, как неон, да, очень яркие цвета, а есть приглушенные цвета, такие пастельные, слабые оттенки. Вот здесь такой микс. Что-то есть приглушенное, но есть яркие оттенки. Я даже не знаю. Я даже не знаю, чем закончить. Я думаю, что последняя подсказка. На этой картине мы видим стихию. Вот. Но я думаю, вы уже догадались. Я думаю, вы понимаете, что я говорю о девятом вале Ивана Айвазовского. Да, конечно, это эта картина. И вообще есть легенда, что Иван Айвазовский был в похожей ситуации. Ну, точнее, это не легенда, это факт. Когда он путешествовал на корабле по как называется этот залив? Я не помню, но это недалеко от Франции. Они, моряки, попали под шторм. И уже было объявление даже в газете, что что их корабль затонул, утонул, что все. И весь экипаж, вся команда корабля погибла. Но нет, через несколько дней моряки смогли доплыть до берега, и они все спаслись. Да, вот такая история. Ну что, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилась такая небольшая практика. Не забудьте поставить лайк, если вам, конечно, понравилось это видео. Если нет, то не ставьте. И если вы хотите поддержать этот канал и получать больше контента, интересного контента, то вступайте в подписку специально для вас на сайте Buy Me a Coffee. Всё, и до скорой встречи через неделю. Всем пока!